Всем привет! Представлюсь еще раз. Меня зовут Алина. Я работаю в Halo уже чуть больше года. Я UX-дизайнер и ментор. Сегодня я хочу с вами поделиться презентацией на тему трансформация брендинга в веб. Мы рассмотрим с вами инструменты, которые могут помочь дизайнеру эффективно перенести брендинг на веб и передать через сайт настроение, историю и дух этого бренда. Все вы знаете, из чего состоит дизайн-процесс в нашей компании. Он состоит из ресерча, анализа конкурентов, мудборда, концепта и самого дизайна. Иногда в Halo заходят такие несложные сайты, те же лендосы, в которых мы можем скипнуть этапы ресерча, анализа конкурентов, мудборда, но это зависит, конечно, от самого проекта. Иногда ресерч, мудборд, полноценный имею в виду, необходимы, если это какой-то большой корпоративный сайт, либо сложная сфера, в которой нужно разобраться. Но если, к примеру, к нам пришел клиент, у которого есть своя структура сайта, своя идентика, у него есть понимание, какой стиль ему нравится, то мы можем скипнуть этап ресерча, конкурентов и мудборда. Но даже в таком случае мы обязательно должны провести небольшой ресерч для себя. Мы должны изучить историю клиента, историю его бренда, его целевую аудиторию, конкурентов, почитать, чем они живут, не полениться зайти на страницу About Us у каждого конкурента и почитать, как они себя подают, и почитать в целом историю их бренда. Также не будет лишним проанализировать их графику, как это синхронится вообще с их логотипом, с их настроением бренда, как они используют эту графику и как это в целом сочетается с особенностями бренда. Но бывает и такое, что клиенты приходят к нам без идентики, имея только, например, логотип и название компании, и часто не может нам ответить на вопросы о своем же бренде. И в таком случае мы должны постараться как-то выбить из него инфу, задавая вот такие вопросы. Как называется бренд? Какое значение имеет его название? Какой вайб, атмосфера бренда? Какие у него ценности? В чем его миссия? Какой язык общения с аудиторией? Какая целевая аудитория? Почему у них именно такие цвета и формы использованы в логотипе? И нам нужно постараться эти все ответы достать, но если не получается, то мы должны сами наделить логотип смыслами, чтобы создать ту же идентику для клиента. Например, добавить графические элементы в дизайн, которые внесут в себе определенные смыслы. И часто дизайнеры делают ошибку и не уделяют этому достаточно внимания. И вследствие у нас может получиться такой сайт, который не до конца либо не полностью передает настроение бренда. Чуть позже мы еще поговорим о том, как нам тут может помочь ChatGPT, но это чуть позже. Как создавать мудборд? В следующем шаге после ресерча обычно мы определяем разные направления и создаем мудборд. И часто дизайнеры дают название направлениям типа Content Blocks, Block Design, 3D Elements, Dark Theme, Geometric Shapes, Illustrative Design и так далее. Но мы можем постараться усовершенствовать этот процесс, позаимствовав идею у наших брендинг-дизов. Их дизайн-процесс включает в себя майндмэппинг, создание метафор, самих концепций и мудборд. Я предлагаю поговорить о них подробнее и подстроить эти этапы под наш процесс. Начнем с майндмэппинга. Все вы знаете этот инструмент. Это такой инструмент, который может помочь нам сделать ассоциативную цепочку и находить взаимосвязи между словами и идеями. Для чего нам нужен майндмэп? Это поможет нам в подборе направлений для мудборда и в целом для того, чтобы генерировать идеи для дизайна. Mindmap создают дизайнеры для того, чтобы помочь себе же с генерацией идей и направлений для сайта. Этот mindmap может быть нарисован хоть на бумажке, это не обязательно делать для клиента, это
нужно сделать для себя, для того, чтобы упростить себе же задачу. Как создать майндмэп? В центре карты мы располагаем название компании, и вокруг нее мы вписываем какие-то ключевые слова и соединяем свои мысли и идеи линиями, и все ассоциации, которые приходят в голову, мы записываем. Потом мы соединяем и выделяем самые ключевые слова, к примеру, как здесь выделен менеджмент, software и safety, которые нам и помогут в выборе направлений. И отталкиваясь от них, мы уже будем создавать наш мудборд, подбирать ту или иную графику, фотки и так далее. Так, дальше перейдем к метафорам. Метафоры — это своего рода магия, которая помогает описать сложные идеи с помощью более простых и понятных сравнений. Для чего нам нужны метафоры и почему вообще наши брендинг-дизы их используют? Для того, чтобы мы смогли передать какую-то идею, философию через короткую фразу и дать клиенту возможность погрузиться в это настроение и навести на какие-то ассоциации. Эм, и с помощью этих метафор клиент, просматривая наш мудборд, сможет лучше понимать и чувствовать идею, которую мы постарались передать. А еще метафору проще аргументировать. Почему мы именно вот такую метафору используем вот для этого направления? Возьмем для примера один из моих проектов, который был Tunnel Hero. Мы работали вместе с брендинг-командой. Ну, сначала брендинг-команда создала идентику и логотип, и потом мы создавали сайт для этого бренда. Tunnel Hero — это VPN-сервис. Для начала что мы делаем? Чтобы создать метафору, мы для начала собираем всю инфу. Чем компания занимается, что это за компания, значение логотипа, миссия компании, какой у нее слоган. Возможно, будут еще какие-то ветки, вы можете их сами создавать. Все, что касается проекта, то, что поможет нам в целом в создании метафор. Здесь я выписала примеры, как это может выглядеть. Миссия компании. Мы здесь, чтобы сохранить и улучшить экосистему прокси-серверов. Слоган Fast and Secure Hero. Что за компания, чем занимается? Tunnel Hero — безопасный анонимный VPN-сервис. Значение логотипа — супергерой со скрытым лицом. Образ охраны усилен силуэтом щита на фоне и так далее. В общем, собирая все эти данные, мы собрали и идем мы дальше в чат GPT, который нам и поможет с формулированием метафор. Что мы пишем в чат GPT? Вписываем название компании, чем компания занимается, слоган бренда, значение логотипа, миссия и так далее. Короче, все вот эти данные, которые мы собрали, мы выписываем в чат GPT. И дальше мы пишем сам запрос. Придумай 3-4 разных метафоры для мудборда и приведи примеры графических элементов, которые поддержали бы стилистику и настроение бренда. И вот какой результат мы получаем. Вот у нас есть список метафор. Туннель в безопасность, герой в мире суперзлодеев, путь в анонимность, свобода и защита. Плюс здесь есть короткое описание, что они значат. И список предложений, какую графику мы сможем использовать, какую даже цветовую палитру, какие элементы, какие фигуры, чтобы подчеркнуть тот или иной смысл. В общем, все довольно быстро и просто, и мы можем каждую метафору дальше развивать. То есть, допустим, мы берем первую метафору «туннель в безопасность», мы можем прям так и называть направление в мудборде, и под него уже, допустим, пойти в чат GPT и написать тот же перечень, вот как здесь, описание компании, миссии, лого, значение лого и так далее. И потом мы просим подобрать графические элементы для вот этого направления, туннель в безопасности. Он нам там подберет, к примеру, туннель, какие-то лучи, возможно, какие-то линии, геометрические фигуры. В общем, тут уже нужно точечно под каждую метафору подбирать вот эти элементы. И в этом нам очень хорошо может помочь чат GPT. Для чего нам в целом
нужно вот это все, что мы сделали, майндмэппинг, метафоры, для того, чтобы мы создали вот мудборд, который будет в себя включать, не только какие-то скрины сайтов, а еще примеры графических элементов, какие-то плакаты, брошюры, иллюстрации, фотки, мобильные интерфейсы даже. То есть в целом любые визуальные элементы, которые подойдут под то или иное настроение бренда, чтобы передать вот какие-то особенности бренда через эти же визуальные объекты. Опять же, если посмотреть на то, как это делают наши брендинг-дизы, они каждый элемент, практически каждый элемент, они дополняют вот такими вот заметочками, потому что клиенты не дизайнеры, и они не могут понять, прочитать картинку так, как это делаем мы. Поэтому мы должны оставлять небольшое описание, что означает вот туннель, что это символы безопасной, защищенной передачи информации через интернет. Что могут означать эти световые лучи в контексте бренда? Вот эта линия, которая идет вверх, динамическая. Что могут означать вот эти вот завитушки? То есть все вот эти графические элементы лучше всегда подкреплять объяснениями, чтобы мы описали, передали тот смысл и назначение той или иной фигуры, формы, цвета и так далее. И в итоге, после того, как мы подумали над майндмэпом, метафорами, подобрали мудборд, определили направление, клиент сможет выбрать направление, которое больше всего ему подойдет, понравится. Исходя из этого, мы будем рисовать концепт. И таким образом у нас вот получится, ну, мы будем, во-первых, четко понимать, о, тут есть даже анимация, ничего себе. Таким образом мы будем понимать, какую четко графику использовать, какие иконки использовать, возможно, и цветовые решения, и аргументировать это все, и формы и так далее. Давайте посмотрим еще на других примеров, на других примерах, как может выглядеть качественная трансформация брендинга в веб, когда уделяют должное внимание брендинг-элементам. Щас немножко тупит, не знаю, переключилась ли у вас. Может, у вас есть какие-то вопросы на данный момент? Короче, можете пока написать вопросы, а я продолжу. У нас есть вот такой пример, брендинг и веб-сайт. Сейчас мы перейдем к ним. Мне нужно переключить, ить одну штучку. Вот. Перейдем к ним на сайт. Скажите, видно ли вам сайт? По идее, должно быть видно. По крайней мере, я его вижу. Надеюсь, вы тоже. Окей. Хорошо. У нас есть вот такой вот пример. Это МОД, это агентство, которое занимается бизнес-аналитикой, бизнес-интеллигенс. Это платформа, которая обрабатывает бизнес-данные, и их брендинг и сайт максимально засинхронены. Если посмотреть на их лого, то мы можем заметить, что он реализован с такими плавными вырезами, торчащими частями. И если посмотреть на то, как они себя позиционируют, как Modern Business Intelligence, современная бизнес-аналитика, и вот их как раз вот эти выступающие элементы могут означать то, что они в своей платформе интегрируют различные инструменты для работы с данными, и на всем сайте у них использованы вот такие вот формы с вырезами, которые напоминают нам логотип. И формы все исходят из этого логотипа,
которые эти плавные вырезы, из них сформированы такие вот фигуры. Например, фигура папочки, которая может символизировать платформу, в которой хранится большое количество данных, разделенное на разные категории, в виде таких вот ступенек, что может означать отображать шаги, этапы в процессе анализа данных, последовательность. Если мы пойдем на страницу About Us, то мы увидим, что здесь есть вот такая анимация, когда формы меняют свой вид и потом возвращаются обратно, но при этом они не сталкиваются друг с другом. И они, и они о себе также пишут ам, то, что они создали платформу, на которой могут работать разные команды, взаимодействовать друг с другом, но они при этом их не сталкивают друг с другом. То есть они не мешают взаимодействию, а наоборот способствуют их сотрудничеству в рамках одной платформы. Дальше у нас здесь есть вот такая форма тоже, которая накладывается друг на друга, как на Tetris, в виде конструктора, что также может означать типа их слаженную работу на платформе. Плюс у них такая зеленая цветовая палитра, которая может символизировать инновации, подчеркивает, что их платформа может способствовать росту, развитию бизнеса, увеличению производительности. Плюс у них есть еще call to action секция, в которую интегрирован элемент логотипа. Тут тоже очень хорошо поддерживает стилистику бренда. Э, вот, как-то так. Если мы перейдем к ним, опять же, на брендинг, один момент, брендинг, то мы можем заметить, что те же элементы используются в брендинге, то есть интегрированный логотип, в котором размещается контент, а, плюс вот такие вот формы, которые есть в плакатах, они используют. Цветовая палитра, то понятно. И вот эти вот формы, которые накладываются друг на друга, вернее, не накладывают, не накладываются, а, появляются рядом друг с другом, как тетрис, накладываются вот так вот друг на друга. Вот. Дальше перейдем к следующему примеру. Вам видно следующий? По идее, да. Следующий пример — это компания, которая занимается финансированием, поддержкой и инструментами, которые помогают различным креаторам запустить свой контент и получать от этого деньги. К примеру, если вы хотите создать свой курс или свой YouTube-канал или что-то экспериментальное, то они помогают с финансированием, планированием, контента, направляют и поддерживают. В общем, это такое комьюнити креаторов. Что они используют у себя на сайте? Они используют у себя смайлики, которые также есть в логотипе. Смайлики — это как раз то, что может означать комьюнити, единство, дружелюбие. Они могут указывать на то, что компания обладает открытой дружелюбной культурой. В некоторых блогах там смайлики приклеиваются друг к другу. Сейчас вот смайлики приклеиваются друг к другу и образуют такой вот тоже шар, который символизирует комьюнити и сообщество людей, которых вот объединяет общее видение, ценности, что может быть очень важно для креаторов, которые только запускают там свой бизнес. А, Плюс у нас есть вот такой вот виджет слева внизу, который показывает в лайв-режиме, сколько людей находится на сайте, сколько людей кликало на эти смайлики. И это тоже такая эмоциональная штука, которая вызывает положительные эмоции, создает ощущение, что вот ты не один. Эм, Плюс оно создает дополнительный интерес и мотивирует пользователей еще повзаимодействовать с этими мячиками. Через тут еще, кстати, можно поменять цвет сайта. И, возможно, через эту смену цвета они хотели передать идею, что мы все разные, что мы можем смело создавать свой уникальный бренд и контент. Вот.
Дальше у нас, что еще у нас есть? У нас есть, плюсик в логотипе, который также может подчеркивать, то, что, м, люди, которые хотят создать свой контент или свой там YouTube-канал, свой курс, они, как правило, не просто преследуют идею, м, не просто преследуют творческую идею, а также еще хотят, увеличить свою стоимость, либо расширить аудиторию. Поэтому вот этот плюсик, который у нас используется и на смайликах, и в логотипе, также может означать, то, что, стоимость ваших услуг там может увеличиваться, либо, опять же, может означать, что, ты, еще один, элемент, ты тот человек, который может присоединиться к ним в комьюнити, плюс один человечек, который вот рядом с другими, и, попасть в их тусовку. Плюс у них еще такой яркий синий цвет на сайте, который может подчеркивать их, нестандартный подход, свежесть, инновации, финансовый фокус компании и может отображать стремление, креаторов, зарабатывать деньги с помощью стабильных, инструментов. Плюс, тут использована такая крупная типографика, крупные кнопки. Это может тоже означать активность и динамику, что очень важно для людей, которые всегда ищут новые идеи для своего контента и продвижения. Вот. Плюс тут реализован такой нестандартный скролл, который тоже поддерживает эту идею. Вот. Если зайти к ним опять же на их страницу в "Инстаграме", то мы можем заметить, что в "Инстаграме" они также поддерживают этот стиль. Многие посты заанимированы, так же, как и на сайте. То есть это создает такую синхронизацию максимальную и брендинга, и веба. You plus us. Ну, вот этот плюсик, наверное, это и означает, что ты плюс еще один человек в их комьюнити. Вот. И перейдем к следующему, последнему. Это наш проект, DataBest. Это платформа на основе искусственного интеллекта, которая работает с маркетинговыми данными, проводит бренд-аналитику и разрабатывает индивидуальные решения под специфику компании. Что они используют? Мы сразу видим, что в логотипе есть вырезы, они могут символизировать различные элементы данных, которые взаимодействуют друг с другом на платформе. Э, Платформа может обрабатывать данные из различных источников, интегрировать их, то есть они еще так соединяются друг с другом, эти вырезы. Дальше у нас есть такая анимированная волна. Сейчас мы перейдем в статику. Тут у нас есть такая, ой, анимированная волна, в Hero, которая может символизировать обработку, поток данных, может символизировать тот же искусственный интеллект, который использует там различные алгоритмы машинного обучения, э, и помогает платформе разрабатывать индивидуальные решения. Здесь также есть, кусочки различных фигур, в этом блоке при ховере. Щас на анимацию пойду. На анимацию. Щас. Вот эти, кстати, фигуры, которые меняют свой размер в слайдере, могут означать графические данные, которые у них используются на платформе, те же, статистики, графики, данные, э, различные данные, которые важны там на подобных платформах. А, вот про вот эти фигуры я говорю, которые соединяются. То, что они могут передавать идею, что платформа использует различную аналитику и данные. Вот этот, кстати, кружочек, который анимированный вот здесь. Здесь мы можем заметить, написанный текст о, кастомной формуле, для твоего успеха в маркетинге.
Это может означать, вот этот кругляш может означать сам процесс обработки и анализа данных, в результате которого клиенты могут получить вот свою формулу успеха. Ам, вот эти тоже формы, о которых я говорила, может еще означать, гибкость платформы, способность обрабатывать разные объемы данных, как большие, так и маленькие. Цветовая палитра тут в целом, пастельная, но есть еще яркие акценты в виде оранжевых кнопок, голубого цвета, коричневого цвета, синего цвета. В целом, различные оттенки могут символизировать различные типы данных и возможностей этой платформы. И такая пастельная палитра также может символизировать мягкость, комфортность для клиентов, работающих с платформой. Вместе с тем вот этот черный и коричневый цвет могут, усиливать впечатление о профессионализме и о том, что они используют искусственный интеллект. Эта платформа является надежной. Таким образом, вся эта пастельная палитра с голубыми, оранжевыми, коричневыми, черными акцентами может передавать идею о технологичности, энергичности платформы, динамичности, надежности, разнообразия, комфорта для клиентов. То есть она может за счет своего такого разнообразия создавать общий вайб, с одной стороны комфорта и с другой стороны того, что на платформе там искусственный интеллект используется, и она довольно технологичная и современная. В общем, весь этот анализ, который я делала для вот этих сайтов, когда я описывала про смайлики, их значение, как они работают с логотипом, что они означают, что означают вот эти вот скрепленные элементы, или что означают те или иные формы вот на вот этой платформе. Это все я делала с помощью ChatGPT. То есть я, для начала собирала всю инфу о проекте, вернее, о сайте, о вот этом бренде, заходила на их страницу About Us. Тут ресерч просто неизбежен. Мы должны зайти, почитать, все собрать. После этого мы уже анализируем, точечно каждую графику. К примеру, мы пишем, что мод — это платформа, бизнес-аналитики, у них слоган такой-то, ну, это все с About Us можно найти, что они предлагают, какая их миссия и так далее. А потом мы пишем, что значит в контексте этого бренда, например, форма папки на сайте, либо форма ступенек, либо формы, которые соединяются друг с другом, накладываются друг на друга, и так далее. То есть, все это делается очень легко с помощью ChatGPT, и, короче, будет вам счастье. Сейчас я вернусь обратно. Так. Надеюсь, все эти примеры помогут вам понять, как же все-таки брендинг трансформируется в веб. И старайтесь на своих будущих проектах использовать эти идеи для того, чтобы а, пользоваться чат GPT, майндмэппингом, метафорами. Это все, что поможет нам погрузить нашего клиента в настроение для того, чтобы выбрать то самое направление, которое подойдет, под брендинг клиента. И опять же, это все поможет нам аргументировать наши дизайн-решения, в итоге создать тот сайт, который будет клево дополнять брендинг клиента. Спасибо всем за внимание. Иду смотреть ваши вопросы. Прям відчуваю весь комфорт и профессионализм, дивлячись на кольори. Но тут эта атмосфера достигается не только за счет цветов, еще и за счет форм и графики, и как это соединяется с текстом и с фотками. Это все в целом влияет на ощущение на сайте, на настроение бренда. Поэтому сложно сказать, что только цвета. Понятное дело, что не все люди понимают значение цветов, но есть еще психологическая составляющая, которая, на основе которой проводились разные исследования, и по
котором определили, что красный цвет, не знаю, там вызывает аппетит, зеленый цвет успокаивает, но это я образно, и так далее. То есть, эти все исследования проводились не зря, и цвета также влияют на наше восприятие. Возможно, у вас есть какие-то вопросы или, может быть, вернуться и что-то вам объяснить получше? Да, конечно, мы не прикріплюємо дослідження і статьи, но мы же можем объяснить клиенту то или иное значение графики или цвета. Для того мы и есть дизайнеры. Согласитесь, что ам, если мы создадим мудборд для того же VPN-сервиса и назовем его Contrasting Blocks, клиент вряд ли поймет, что значит эти Contrasting Blocks, а, как это вообще будет связано с их настроением бренда. А если мы назовем, к примеру, туннель в безопасность, это уже более глубоко описывает нашу идею. Спасибо. Ладно, если вопросов нет. Спасибо всем за внимание, приятного аппетита, хорошего дня.